Привет! Фильмов про животных огромное количество. В основном они почему-то про собак. Но дабы разнообразить топ, я включил в него фильмы и про других животных. Всего будет 7 фильмов. Поехали! История дельфина, 2011 год. Сойер Нельсон – тихий и одинокий 11-летний мальчик, у которого нет друзей. Отец ушел из семьи, после чего Сойер окончательно замкнулся в себе и забросил учебу. Единственный, с кем он общался, это его двоюродный брат Кайл, но тот ушел в армию. Сойер всегда был одержим дельфинами. Он уверен, что это лучшие на свете существа. И однажды ему посчастливилось встретить дельфина в жизни. Правда, обстоятельства этой встречи оказались грустными. Гуляя по берегу, Сойер встречает рыбака, который пытается помочь запутавшейся в браконьерских сетях дельфинихе. Для оказания медицинской помощи ее отправляют в специальный морской аквариум, где дочь главного врача называет ее Винтер. Это для дельфина? Для Винтер? Нет, она не ест и едва двигается. Как тебе имя Винтер? Зима. Сойер очень привязывается к животному и хочет ей как-то помочь. Давай, Винтер. Я знаю, тебе очень плохо, но нужно поесть. Он начинает навещать Винтер каждый день вместо посещения летней школы. И мать Сойера поначалу выступает против этой странной привязанности, но спустя некоторое время она замечает, что эти поездки идут сыну на пользу, и она разрешает ему стать волонтером центра. Класс, да? Да. Через некоторое время повреждения хвоста Винтер дают о себе знать, поэтому врачи вынуждены ампутировать его. Она учится плавать без хвоста. Пытается, хочет плыть. Она извивается, как настоящая змея. Но доктор обнаруживает, что нагрузка на ее позвоночник стала сильнее и со временем может убить Винтер. Мальчику приходит идея поставить дельфину протез, чтобы спасти его. Так уж от нас отличаются. Тоже строение позвоночника. Фильм основан на реальных событиях. Самку дельфина Винтер, попавшую в крабовую ловушку браконьеров, нашли у берегов Флориды в 2005 году. Из-за сильных повреждений ее хвост пришлось ампутировать. Винтер очень популярна. Она вдохновила многих людей с ограниченными возможностями, поэтому о ней и решили снять фильм. Настоящая дельфиниха Винтер сыграла в фильме саму себя. Это по-настоящему добрый, искренний фильм. Фильм доказывает, что надо верить, ждать, бороться и надеяться на лучшее, и тогда у вас все получится. Марли и я, 2008 год. Практически сразу после свадьбы Джон и Дженни решили сменить холодный Мичиган и переезжают во Флориду. Они успешные журналисты, легко находят себе работу, правда, в конкурирующих изданиях. Успокоившись в быте и работе, пара начинает подумывать о следующем шаге – родить ребенка. Приятель Джона Себастьян дает им совет завести собаку, чтобы проверить, насколько они готовы проявлять заботу и ответственность. Семья выбирает щенка лабрадора-ретривера, которого в честь великого певца называют Марли, и вскоре понимают, что щенок обладает невероятно активным и хулиганским характером. Марли! Умилительный лабрадор заставляет парочку постоянно быть начеку. Джон, он утащил мой... Марли Фу! Даже профессиональная собачья инструкторша мисс Корнблуд, которая утверждает, что любой пес поддается дрессировке, отказывается от воспитания Марли. Сюда его не приводить. Когда редактор предлагает Джону дважды в неделю вести колонку, посвященную радостным и неприятным минутам повседневной жизни, у того нет никаких идей, о чем писать. Ведь у него одна проблема – непослушный пес. Так Марли становится идеальной темой. А уж собака своим поведением дает журналисту богатый материал каждый день. Истории непослушного Марли так нравятся читателям, что колонка удваивает тираж газеты. В основу сценария легла одноименная автобиографическая книга журналиста Джона Крогана.
История о 13 годах, которые он и его семья провели со своим лабрадором-ретривером Марли, стала самыми продаваемыми мемуарами. Марли! Стой! Марли! На фоне главной темы, сосредоточенной на собаке, разворачиваются вопросы брака, семьи и отдельных людей внутри нее. Но в общем фильм идеален для семейного просмотра или во время романтического свидания. Картина установила рекорд по кассовым сборам на Рождество в год премьеры. Всего же фильм собрал $247 миллионов при бюджете в 60 миллионов. Миа и Белый лев, 2018 год. 11-летняя Миа нехотя идет в школу. Обычный день в Южной Африке среди диких животных и адской жары. Родители заняты организацией гостиничного комплекса, а Миа очень скучает по Лондону, плохо учится и устраивает драки. Ей тяжело дается переезд на новое место. Это не ее дом. Мой дом в Лондоне, там все мои друзья, и там моя школа. Однажды под Рождество отец Мии, Джон, приносит домой белого львиного котенка. Мама Мии, Элис, надеется, что малыш поможет дочери адаптироваться к дикой жизни. Мия не может принять льва, она хочет общаться с друзьями, но они заняты своими делами. Давай поболтаем. Не сейчас. Я перезвоню. А малыш настойчиво набивается в друзья. Он следит за девочкой, играет с ней в мяч, убегает от нее. Девочку раздражает очарованность семьи Африкой. Она ругается с родителями и убегает. Как ни странно, с этого момента отношения между Мией и львенком Чарли налаживаются. Они становятся лучшими друзьями, спят вместе, растут вместе, познают мир тоже вместе. Чарли очень быстро превращается в молодого и сильного львенка. Но взрослый лев не домашнее животное, и он опасен для людей. Поэтому папа девочки решает продать льва в зоопарк. Это живые существа, ты не можешь обращаться с ними, как с товаром на конвейере. Это необыкновенно красивый фильм с правильно расставленными акцентами, обаятельными и выразительными персонажами и очаровательным, но все же опасным белоснежным львом. На глазах зрителей разворачивается почти волшебная история о том, как дикое животное и обычная европейская девочка растут бок о бок. Львенок, в младенчестве ласковый и умилительный, с годами превращается в мощного красивого зверя. Чарли 2 года. Фильм отлично подходит для семейного просмотра. Дорога домой. Невероятное путешествие. 1993 год. Псы Шанс и Шэдоу, а также кошка Сесси – домашние животные из дружной любящей семьи. После того, как хозяевам приходится ненадолго их оставить на попечение друзей, у питомцев начинается паника. Волнуясь за судьбу своих людей, животное убегает из временного дома и отправляются на их поиски. Не приспособленные к жизни в дикой природе, домашние звери попадают в кучу неприятностей. Им предстоит пересечь горы, леса и поля. Встретиться с разъяренным медведем и научиться самостоятельно добывать пищу. Совершенно не похожие между собой псы и кошка выручают друг друга из самых невероятных ситуаций и становятся настоящими друзьями. Фильм является ремейком картины «Невероятное путешествие» 1963 года. От других картин он отличается тем, что главными героями картины являются животные. Причем животные с абсолютно разными характерами. Верный, добрый и заботливый пес Шэдоу, веселый, озорной и легкомысленный Шанс, умная и утонченная, слегка самолюбивая кошка Сасси. Безусловно, за увлекательными приключениями в горной местности на фоне изумительно красивой природы следить будет интересно абсолютно любому зрителю. Фильм был с восторгом встречен как зрителями, так и критиками и собрал неплохую кассу в $41 миллион. «Волк и лев», 2021 год.
Талантливая пианистка Альма одновременно получает приглашение в постоянный состав Лос-Анджелесской филармонии и наследство от дедушки – целый остров с домом посреди канадского леса. Дедушка был единственным родственником, а еще отшельником и чудаком, который жил в полной гармонии с природой. На острове Альму встречает давняя дедушкина приятельница – белая волчица. Забыл, у меня тут появился новый друг. Волчица. Не прирученная, конечно же, но не пугливая. Она часто ходит вокруг дома. Который вскоре приносит в дом своего малыша-волчонка. Но чудеса на этом не заканчиваются, и внезапно в руки девушки попадает малыш-львенок, чудом спасшийся после крушения самолета. Новая хозяйка нарекает его мечтателем и наотрез отказывается отдавать законным владельцам в цирк. В самолете был львенок для цирка, его еще не нашли. Он собственность цирка? А что-то не так? Нет. Потерянные дети очень скоро начинают испытывать друг другу вполне человеческие чувства и становятся братьями «Не разлей вода». Хозяйке острова предстоит защитить своих воспитанников, хотя закон не на ее стороне. «Волк и лев» — это фильм про сложные отношения животных и человека. В фильме очень много нелогичных и порой даже смешных моментов, которые никаким образом не соотносятся с реальностью. Однако это добрый и милый фильм с хорошим посылом, который нам полностью объясняют в конце. Фильм пытается научить тому, что нет преград у дружбы и верности. Хоть это и сказка, но сказка, безусловно, приятная. Она вполне способна скрасить вечер и прекрасно подходит для семейного просмотра. «Восточный ветер», 2013 год. Старшеклассница по имени Мика беспокоит своим поведением родителей. Несомненно, умная и талантливая девушка не стремится учиться и постоянно попадает в неприятности. Когда Мика плохо окончила учебный год, мама решила ее наказать. Вместо отдыха в туристическом лагере героиня должна отправиться работать на ферму, которая принадлежит ее бабушке Марии Кальтернбах. У нее репутация суровой и непримиримой женщины. Некогда она была чемпионкой в конном спорте, но травма положила конец карьере. Теперь Кальтернбах тренирует наездниц и разводит лошадей. Под ее началом Мике предстоит узнать, что такое труд и дисциплина. Вопреки ожиданиям, девочке понравилось на ферме. Она подружилась с молодым конюхом по имени Сэм, а главное, с одним из его подопечных – гордым жеребцом по прозвищу «Восточный ветер». Чудесным образом между лошадью и Микой возникает связь, что и замечает господин Каан, дедушка Сэма и старый наездник. По его словам, своенравного жеребца ждет незавидная судьба. Якобы хозяйка фермы собирается продать коня венграм, подразумевая на живодерне. Позже становится известно, что именно «Восточный ветер» некогда стал причиной травмы Кальтернбах. Девушка хочет не допустить гибели любимца. У них с господином Каном появляется рискованный план. За 4 месяца старый профессионал должен подготовить ее к скачкам. Тогда они смогут выступить на состязаниях и доказать, что жеребец еще годен для дела. «Восточный ветер» – добрый и красивый фильм, оставляющий очень приятное ощущение на душе после просмотра. Фильм рассказывает не о достижениях в конном спорте, а именно о дружбе человека и животного, о понимании друг друга. Приятно отметить и то, что сюжет не затянут, не выходит за рамки задуманной истории. Снято красиво, и музыка удачно дополняет происходящее. Фильм никого не оставил равнодушным и получил высокие оценки среди зрителей и критиков. На данный момент вышло аж 4 продолжения. Хатико. Самый верный друг. 2008 год. Однажды университетский преподаватель находит на вокзале родного города потерявшегося щенка. Поначалу он подбирает его только за тем, чтобы пристроить в хорошие руки. Но быстро понимает, что привязался к псу и никому отдавать его не намерен. Они становятся самыми близкими друзьями, и каждый день Хатико, такое имя получила собака, встречает хозяина на вокзале. Что ты здесь делаешь? Что ты делаешь? Что такое? Но однажды он не вернулся.
А пес мириться с этим не желал и продолжал ждать своего самого главного человека. Каждый день приходил на вокзал, как обычно. Ни уговоры, ни попытки увести собаку ничему не привели. И Хатико, хранящий преданность хозяину, даже после его смерти стал живым символом любви и верности. Он не вернется. Это, возможно, самый трогательный и сентиментальный фильм в истории кино. В основе фильма лежит реальная история японского пса Хатико, который в течение 9 лет каждый день в одно и то же время приходил на вокзал встречать умершего хозяина. Собака приходила на токийскую станцию Сибуя. Хатико – символ верности и преданности в Японии. 21 апреля 1934 года псу Хатико был воздвигнут памятник, на открытии которого он лично присутствовал. Во время Второй мировой войны памятник был разрушен, но в августе 1948 года был восстановлен. При бюджете в $16 миллионов фильм собрал в мировом прокате более $46 миллионов.